Всем привет! Вы на канале World of Money, Мир банкнот, с вами Артур. Сегодня очередная распаковка на моем канале и очередное интересное пополнение моей коллекции банкнот. Получил такое вот письмо, и сейчас я его вскрою и посмотрим, что там внутри. Внутри плотный картонный конверт. Вскрываю. Еще один конверт, на этот раз бумажный. Режем. И вот вижу перчатки. Достаем. И вот, друзья, что мне пришло. Новая, новейшая памятная банкнота Польши, посвященная Николаю Копернику. Поляки очень гордятся своим выдающимся соотечественником, и его изображение не раз появлялось на денежных знаках страны. Это были как монеты, так и бумажные денежные знаки. Так, в период с 1925 по 1995 годы было выпущено много разных монет с различными номиналами, причем монеты были как алюминиевые, медные, никелевые, так и серебряные и золотые. В 2017 году была выпущена монета из серебра номиналом 10 злотых, которая была включена в серию «Великие польские экономисты». Теперь, что касается банкнот. В 1965 году была выпущена банкнота номиналом 1000 злотых. И в выпуске 1974-88 годов была выпущена банкнота номиналом также в 1000 злотых, но с другим дизайном. Банкнота печаталась в 1975, 79 и 82 годах. И в этом году, 9 февраля 2023 года, Национальный банк Польши представил памятную полимерную банкноту в честь 550-летия астронома и математика Николая Коперника номиналом 20 злотых. Банкнота в таком красивом памятном фолдер-буклете, на котором на космическом звездном фоне изображен сам Николай Коперник, а в центре схема гелиоцентрической системы мира, фрагмент небесных сфер из рукописи Коперника, внешнее кольцо под номером 4 орбита Марса, следующее номер 5 орбита Земли, потом 6 орбита Венеры, 7 орбита Меркурия и в центре Солнца. Надпись золотистыми буквами «Коллекционная банкнота Николай Коперник» в польском и латинском написании и логотип Национального банка Польши. Оборотная сторона буклета содержит информационную часть, тексты на польском и английском. Перевод текста будет размещен в финальной части обзора. Внутри видим саму банкноту. Достанем и рассмотрим ее поближе. Банкнота, как вы уже заметили, изготовлена из полимерного пластика. Лицевая сторона. В правой части портрет Николая Коперника. Николай Коперник родился 19 февраля 1473 года в городе Торунь в купеческой семье. Умер 24 мая 1543 года в возрасте 70 лет от инсульта в городе Фромборг. Польский и немецкий астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. Суть гелиоцентрической системы мира в том, что Солнце является центральным небесным телом,
вокруг которого обращается Земля и другие планеты. Главное же и почти единственное сочинение Коперника, над которым он трудился более чем 40 лет, это сочинение о вращении небесных сфер, которое было издано в Нюрнберге в 1543 году. В этом самом труде или сочинении и была впервые в христианской Европе предложена гелиоцентрическая модель мира, по которой Солнце является центром Вселенной, а планеты движутся вокруг него. Чуть левее от портрета представлена иллюстрация Солнечной системы Коперника из атласа «Гармония макрокосмика Андреа Сцелариус» и стилизованное изображение квадранта и фрагмента гелиоцентрической системы. Здесь же прозрачное овальное окошко, прозрачный овальный элемент с изображением Солнечной системы. В центре вверху гербовый орел Польши и надпись 3 строки «Национальный банк Польши». Ниже Варшава и дата. Хоть банкнота и выпущена 9 февраля 2023 года, но дата на банкноте стоит 7 апреля 2022 года. Я не знаю, почему это так, но это так. Под датой подписи президента и главного казначея. Особое внимание заслуживает 3D-элемент в виде круга темно-синего цвета в нижней левой части, который проявляется при просмотре банкноты на просвет. При изменении угла обзора наблюдаются эффекты движения и глубины. Солнце и вращающаяся вокруг нее Земля с орбитой на фоне схемы гелиоцентрической системы мира, которая также была изображена на лицевой стороне буклета. Очень красивое и интересное решение. Чуть выше надпись 2 строки «Николай Коперник» на польском. Цифровой номинал 20 в верхней левой части и в центральной нижней части крупными цифрами. Там же в 2 строки текстовое обозначение на польском. Серия и серийный номер представляет собой начальные буквы имени и фамилии на польском МК и семизначный уникальный серийный номер, которые расположены в левой части банкноты красным цветом вертикально и в центральной нижней части черным цветом горизонтально. Оборотная сторона. Изображение исторических монет со времен жизни Николая Коперника. Аверс и реверс гданьского шестака, монеты в 6 грошей. Аверс эльблонгского шестака. Аверс прусского шиллинга и 100 руни. И изображение фрагмента гелиоцентрической системы. На заднем плане нижней левой части виднеется также Ольштинский замок, официально являющийся замком Верминского собора в Ольштине или Аленштайне на севере Польши. Построенный в XIV веке, он служил резиденцией управляющих имуществом капитула Варминского собора. Самым известным администратором-смотрителем замка был Николай Коперник, каноник капитула Варминского собора во Фрауенбурге или Фромбурге, который проживал здесь между 1516 и 1521 годами. Поверх фонового изображения надпись 4 строки, который означает, что банкноты, выпущенные Национальным банком Польши, являются законным платежным средством на всей территории Польши. В центре крупное фоновое изображение реверса гданьского шестака, поверх которого цитата из научного труда Коперника о вращении небесных сфер на польском, которая гласит: «Цель всех благородных учений – увести человека от зла и направить его ум к большему совершенству». Цифровой номинал 20 в правой верхней части и крупно в центральной нижней части. Там же он повторен текстом в 2 строки. Внизу банкноты дополнительно указана фамилия ее дизайнера, художника Кристиана Михальчука или Михальчука, не знаю, куда ставить ударение, который работал над дизайном лицевой и оборотной стороны. Размер банкноты 150 на 77 мм. Размер буклета 190 на 100 мм. Банкнота отпечатана в польской государственной типографии по изготовлению ценных бумаг в Варшаве. Тираж банкноты 100 тысяч экземпляров. Стоимость такой банкноты на российских торговых площадках от 4200 рублей и выше.
Также в дополнение к этой памятной банкноте была выпущена еще и памятная серебряная монета, которую Национальный банк Польши презентовал в конце января 2023 года. Номинал монеты 50 злотых. Главной особенностью этой монеты является использование янтарной вставки, которая символизирует солнце. Материал монеты – серебро 999 пробы, вес 62,2 грамма, диаметр 45 мм, довольно-таки большая. Тираж монеты – 7000 экземпляров. Над дизайном коллекционной монеты работала художница Урсула Валежак. Очень красивая монета. Я бы взял себе такую в коллекцию, но на наших торговых площадках я ее пока не нашел. Стоимость монеты в Польше около 2000 злотых, что примерно по нынешнему курсу равно 40 тысяч рублям. Пока она дойдет до России, цена, наверное, возрастет в разы. Ну а пока все монеты и банкноты доступны на веб-сайте Национального банка Польши. Ну а мы желаем, мечтаем, верим, надеемся и помним, когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Такое было у меня пополнение и обзор памятной полимерной банкноты Польши в честь 550-летия астронома и математика Николая Коперника номиналом 20 злотых. Всем большое спасибо за просмотр. Буду очень признателен вам, мои дорогие друзья, за оценку и комментарии, а также за подписку на мой канал. Ваша поддержка очень мотивирует на создание других видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе моих следующих выпусков. Впереди много интересного. Всем желаю здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!